Всем привет! Вы на канале Взрослые дети. Сегодня я был на рыбалке, поймал всего одну плотву. Вот такой у меня сегодня улов, очень смешной. Надоело сидеть и пошел в лес пособирать грибочки. Сегодня я буду собирать вешенки. На этих островах очень много всевозможных тополей, ясеней, кленов, на которых могут расти эти грибы. Все хорошо, но я забыл нож, поэтому буду их обрывать. Другого варианта нет. Сегодня день солнечный, хорошая погода, прохладно, правда. Утром был морозец, лес спокойный, листья еще не все почти осыпались, но уже хорошая листовая постилка. И вот я только вышел из лодки и увидел небольшие вешенки. Кто-то их погрыз, они уже немножко старые, но еще пригодные. Вкусно пахнут грибами, поэтому я их заберу. Вот передо мной сломанное дерево, это тополь. И здесь должны быть грибы. Подойдем посмотрим. Так и есть. На солнечной стороне притаилась большая грибница вешенок. Это свежие, красивые грибы. Шляпки у них серые, темные. И они очень вкусные. Будем их обламывать, потому что ножа у меня с собой нет. Тугой гриб, но шляпка у него очень мясистая. И аромат свежий, грибной. Хорошо, что взял с собой рюкзак, хоть есть куда ложить. А дома уже мы побрезаем все некрасивое на ножках. Гриб упругий, почти не разламывается и не сыпется в рюкзаке. Его хорошо замораживать, поэтому у него большая плотность. Очень ароматный гриб. Жалко, что забыл нож в машине. Ну, в принципе, грибница у него плотная, остается в дереве, поэтому я не нанес большого вреда грибнице. Я понял, что в сухую погоду грибы необходимо собирать в местах, где есть небольшие болота, впадинки, затишек, и там влажно, потому что дождей нет, а в этих местах более-менее еще влага собирается. Вот это болотце, которое дает влагу. Оно небольшое, но находится в низменности, поэтому здесь можно еще найти грибы. А на возвышенностях, где все хорошо продувается, грибов нет, все сухое. Конечно, очень нужен дождь. Без дождя ничего не растет. Здесь повалены деревья, очень много их. И на них ничего не выросло, жало. Это дерево, я на нем в прошлом году собирал вешенки. А сейчас здесь пусто. Ничего не есть, немножечко одна притаилась, но очень мало. Вот такая всего выросла вешеночка. Ну тоже гриб. Ну, немножечко есть грибов. На этом острове больше грибов не было, поэтому я перееду на другой остров и поищу там, тоже возле болот. Вот я на другом острове. Здесь какой-то стоит столбик пограничный. Здесь тоже рядом вода, и поэтому грибы должны быть. На этом острове в основном растет акация. Она очень острая, имеет такие большие шипы. На ней никогда не бывает грибов никаких, потому что у нее плотная древесина. Я пойду искать тополя.
Вот здесь растут такие грибочки, похожие на вешенки, но это не вешенки. Они уже старые. Говорят, что их можно есть в молодом возрасте, но они уже сухие, поэтому просто рассыпаются. Осенний лес очень красивый. Все золотое, розовое, красное и очень яркое. И в этих местах я в прошлом году собирал вешенки. Здесь много валежника. Вот на этом дереве они росли. Но не знаю, в этом году, возможно, их и нет. Подойдем посмотрим. Ага, есть маленький грибок. Суховатый. Видно, что не хватает ему влаги для роста. Ну, просто забирать такой, раз другого уже нет. Вот на этом дереве в прошлом году и последние 5 лет было много грибов. Но сейчас кора у него отпала. Уже мало пищи для грибов. Вот внизу какой-то грибочек есть. Но он же высох. Если вы знаете какой, напишите в комментариях. По-моему, это польский гриб, но не уверен. И вот я вернулся к лодке. Значит, вы не заблудились. Вот такое количество грибов получилось сегодня насобирать. Жаль, что мало дождей. Таким образом, вы видели, что грибы есть, но очень сухо. В последнее время осень очень сухая, и грибы почти не растут. Но все-таки найти их можно, если ходить возле водоемов. А я пока поеду в другое место и попробую наловить еще рыбы, пока нет обеда. Вы были на канале Взрослые Дети, смотрели видео о сборе грибов-вешенок в плавневой зоне реки Днепр. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!